Привет, поклонники BTS по всему миру. Что могло довести одного из самых сильных участников BTS до слез перед миллионами? Почему Тэхён, известный своим спокойствием и стойкостью духа, внезапно расплакался, говоря о Чингуке? И почему Чингук снова живет в страхе у себя дома, ведь, как сообщается, злоумышленнику удалось проникнуть в его жилище во второй раз? Эти вопросы обрушиваются со всех уголков сообщества ARMY, оставляя фанатов в тревоге, шоке и отчаянном поиске ответов. Что же на самом деле происходит за гламурным занавесом BTS? И какая правда скрывается в их слезах? Этот шокирующий поворот событий потряс весь фандом. Сообщения и свидетельства очевидцев указывают на то, что Чингук, который ранее боролся с навязчивыми вторжениями фанатов в его жизнь, теперь столкнулся с ужасающей реальностью. Незнакомец постоянно врывается в его дом. Страх и напряжение, связанные с этим открытием, настолько сильны, что даже Тэхён в момент своей открытости не может сдержать эмоций. Как только он заговаривает о Чингуке, его голос срывается, глаза наполняются слезами, и фанаты, смотревшие прямую трансляцию, замирают в ошеломленном молчании. Почему безопасность Чингука все еще не гарантирована? И почему это так затрагивает Тэхёна? В самом сердце BTS-участники стали мировыми иконами, но их личная жизнь всегда под угрозой. Чингук, как самый младший участник, легкая мишень для навязчивых фанатов и незнакомцев, пытающихся вторгнуться в его личное пространство. В последние годы сообщалось о многочисленных случаях, когда сталкеры поджидали его у домов, следовали за машинами и даже пытались проникнуть в частные дома. Недавние новости о том, что в дом Чингука снова вторглись, поставили под сомнение безопасность по всему миру. Как это могло повториться, несмотря на обещание усилить меры безопасности? Кто стоит за этим вторжением? И сколько еще Чингук сможет терпеть этот кошмар? Слезы Тэхёна рассказывают историю братства и боли. В эмоциональном моменте он намекает, что Чингук находится под огромным психологическим давлением. Он не раскрывает подробностей, но его слова звучат так, будто он слишком много видел, кто познал боль, которую мир не понимает до конца. Поклонники тут же засомневались. Может, Чингук скрывает что-то большее, чем просто страх? Является ли это проникновение частью чего-то большего? Скрыто ли что-то более темное от глаз общественности? Молчание HYBE лишь подогрело домыслы. Почему не было официального заявления о безопасности Чингука? Почему Тэхён плакал на публике, а компания не заняла твердую позицию? Если бы дом Чингука был ограблен один раз, это можно было бы считать единичным случаем, но дважды в городе с такой сложной системой безопасности что-то явно не сходилось. Чингук был известен своим желанием жить нормальной жизнью. Его часто видели наслаждающимся ночными прогулками, идущим в спортзал в одиночестве или едущим без сопровождения. Его свободой восхищались, но теперь она делала его уязвимым. После последнего вторжения даже простые радости могли превратиться в постоянный страх. Как Чингук мог чувствовать себя спокойно в доме, который больше не казался безопасным? Слезы Тэхёна разносились громче любого официального заявления. Это были не просто слезы друга, а крики брата, наблюдающего за тем, как его брат охвачен страхом. Во время прямой трансляции Тэхён замолчал, не в силах продолжить, упомянув имя Чингука. Его дрожащий голос передал послание, которое невозможно передать словами. Скрывал ли он правду? Защищал ли он Чингука, не раскрывая всего? Или боль слишком сильна, чтобы выразить ее словами? Эта полемика вновь разожгла дискуссии о личной жизни айдолов в Южной Корее. Хотя BTS являются национальным и мировым достоянием, они остаются уязвимыми личностями, имеющими основополагающее право на безопасность. Случай Чингука отражает неспособность защитить знаменитости от опасных вторжений в личную жизнь, в то время как эмоциональный срыв Тэхёна подчеркивает, насколько глубоко этот кризис проник в группу. ARMY теперь требует ответственности. Почему HYBE не действовали более открыто? Почему Чингук, несмотря на свой выдающийся вклад в компанию, оказался беззащитным? Не скрывается ли за кулисами что-то более серьезное? Скрытые конфликты, скрытое внутреннее давление? Слезы Тэхёна могут быть вызваны не только страхом Чингука, они также вызваны разочарованием в системе, которая их подвела. Страх Чингука не просто личный, он отражает трудности многих айдолов, которые молча сталкиваются с преследованиями и травлей.
Но случай Чингука вызывает еще большее беспокойство, поскольку он повторяется и обостряется. Если его дом смогли взломать один раз, это страшно, но дважды, несмотря на усиленную охрану, это поднимает серьезные вопросы. Был ли замешан кто-то свой? Было ли это случайностью или преднамеренной попыткой послать сообщение? Эмоциональное состояние Тэхёна нельзя недооценивать. Обычно сильный и осторожный мужчина теперь открыто плачет по своему лучшему другу. Фанаты понимают, что участники BTS редко проявляют уязвимость, разве что боль становится по-настоящему невыносимой. Так что же именно Тэхён увидел, что так его опустошило? Фандом сейчас находится в напряженной атмосфере, разрываясь между печалью, гневом и страхом. Одни требуют ужесточить меры преследователя, другие призывают перевести Чингука в более безопасное место. Но разве это решение? Или его просто посадят в золотую клетку, лишив свободы, которую он так ценит? Молчание Чингука говорит так же громко, как и слезы Тэхёна, пока он не прокомментировал сообщение напрямую. Он слишком травмирован, чтобы говорить? Или ему велели молчать, пока компания не разберется с ситуацией? Отсутствие ясности лишь добавляет таинственности. Одно несомненно, армии не будут молчать. Они требуют правды, они требуют ее сейчас. Но вопросы остаются, что скрывается за слезами Тэхёна? И что на самом деле случилось с Чингуком в доме, который должен был стать его убежищем? Хотя буря эмоций охватила фандом, важно прояснить, что большая часть новостей о слезах Тэхёна и предполагаемом вторжении в дом Чингука не основана на проверенных фактах. Официальные источники, близкие к BTS и HYBE, не подтвердили никаких новых проникновений в дом Чингука, также не было никаких публичных заявлений от Тэхёна, напрямую связывающих его эмоции с личной безопасностью Чингука. Это означает, что на данный момент большая часть циркулирующей информации остается спекулятивной, основанной на интерпретации фанатов, а не на конкретных доказательствах. Социальные сети, с их скоростью распространения непроверенной информации, играют важную роль в распространении подобных историй. Хотя видеозапись, на которой Тэхён расчувствовался во время прямой трансляции, реально, и ее контекст часто трактуется неверно. Некоторые считают, что он плакал из-за Чингука, другие предполагают, что это могло быть связано с другими личными причинами или просто с усталостью. Аналогичным образом, заявления о том, что дом Чингука снова был взломан, не были подтверждены ни полицейскими отчетами, ни официальными заявлениями. Как и многие вирусные слухи в индустрии К-поп, отсутствие коммуникации явно оставляет место для домыслов. Однако, пока нет подтверждения, к этой истории следует относиться с осторожностью.